Всем привет! Вы находитесь на канале Радости Частного дома и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня я хочу сделать для вас очень вкусный домашний шашлычный соус на зиму к шашлыку или к любому другому мясу. Для этого нам понадобятся спелые вкусные помидоры. Нам самое главное, чтобы они были мясистые. Я их уже предварительно помыл, и нам осталось их нарезать дольками. Вырезал я плодоножки, нарезал я помидоры дольками. Измельчать я буду с помощью мясорубки. Используем мелкую решетку. И сейчас я эти все помидоры пропущу через мясорубку. Пропустил я помидоры через мясорубку. В итоге у меня получилось 7 литров томата. Теперь я сюда добавляю пол столовой ложки соли и отправляем эту кастрюлю на газ-плиту и доводим все это до кипения. Пока томат у нас закипает, приготовим заранее ингредиенты. Здесь у меня лук ровно 300 грамм, 50 грамм кинзы свежей. Также я буду использовать еще 100 грамм чеснока. Все это я пропущу через мясорубку. Томат у меня закипел, теперь я все перемешиваю. Огонь я делаю минимальный. И теперь я его быстро сделаю густым. Для этого я опускаю сито прямо на томат. И с помощью половника отчерпываем жидкость. Тем самым я сейчас за 10 минут сделаю его очень быстро густым. Вот такой вот прозрачный сок мы отчерпываем, а мякоть у нас остается в кастрюле. Теперь берем кастрюлю с толстым дном, я буду использовать казан сито, накладываем в сито томат и вот так с помощью половника начинаем процеживать через сито весь этот томат. Семена и кожура у нас останутся в сито, а чистый томат у нас останется в казане. Томат я процедил, здесь у меня получилось ровно 3 литра томатного сока. Теперь я добавляю сюда 1 столовую ложку соли из расчета на 3 литра, 3 столовые ложки сахара. Теперь я сюда добавлю то, что мы измельчили. Это кинзу, лук и чеснок. И все это теперь сюда добавляем. Теперь добавим еще специи. И специи я буду добавлять 1 чайную ложку черного молотого перца и пол чайной ложки красного молотого перца. Теперь я все это перемешиваю и отправляем на газ-плиту. И на среднем огне доводим все это до кипения. Не забываем периодически мешать. Шашлычный соус у меня закипел. На данном этапе обязательно попробуйте на вкус. Я добавил неполную столовую ложку соли и добавляю еще 2 столовые ложки сахара. Все зависит от помидор, какая кислотность, поэтому всегда регулируйте по вкусу соль и сахар. У меня в итоге на данный рецепт ушло 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек сахара. Прошло у меня ровно 20 минут, столько времени после закипания у меня варился шашлычный соус. Теперь я сюда добавляю 2 столовые ложки уксуса 9%. Уксус у меня послужит как консервант. Все перемешиваю, 1 минуту кипятим и можно разливать по банкам. Шашлычный соус у меня готов, и теперь мы его начинаем разливать по банкам. Банки я, как всегда, помыл с содой. Простерилизовал их и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И теперь заполняем наши банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. На выходе у меня получилось ровно 2,5 литра ароматного вкусного шашлычного соуса на зиму. Такой соус подойдет не только к шашлыкам, но и к другим мясным блюдам. Теперь перевернем на крышки. И пусть остывает при комнатной температуре. И убираем потом в прохладное место, у меня это погреб. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте палец вверх, сообщите всем друзьям о моем канале. Всем пока-пока.